Всем привет! Добро пожаловать на канал! И в этом видео я хочу обсудить некоторые до сих пор популярные мифы о мозге, которые на самом деле вводят в сплошнейшее заблуждение. В общем, не надо в них верить, потому что наука настолько сильно продвинулась и может ответить на очень много вопросов. Хотя, конечно же, мозг вроде бы, мне кажется, практически самая изученная тема в исследованиях. Его уже с каких только сторон не смогли исследовать. Даже живой мозг уже могут исследовать, посмотреть в ФМРТ, как он работает. Но все-таки до сих пор это очень загадочная субстанция, которая таит в себе кучу секретов, кучу каких-то уникальных способностей. В общем, мозг вообще это удивительный орган, можно так сказать, потому что он в общем, он как-то фантастически сложен, он делает потрясающие операции, но все-таки есть определенные мифы, которые уже можно точно развеять и сказать, что это на самом деле неправда. И зачастую они как раз-таки были спровоцированы, все эти мифы, предыдущими исследованиями, которые неправильно интерпретировали, но они настолько сильно вклинились в наш мозг и вошли даже в культуру, что они продолжают вредить. А я считаю, что знание о том, как устроен наш мозг, как он функционирует, какие у него есть особенности, это очень важные знания для просто обычной жизни, это тоже будет очень полезно. И начну с самого-самого, мне кажется, укоренившегося. И очень странно, что он до сих пор жив, этот миф о том, что мы используем всего 10% мозга. Очень многие в это верят, что вот нужно разогнаться, что-то сделать. До сих пор это происходит. На самом деле этот миф считается, что он родом из 80-х, когда опять-таки изучали мозг, подключали электроды напрямую к мозгу и изучали, какие области вообще работают, как они взаимодействуют и так далее. И, в общем, эти опыты показали, что во время одного определенного движения наш мозг активируется, точнее не наш, а именно животных, на животных еще были опыты, активируется на 10-15%. То есть вот когда вы что-то делаете, или животное что-то делало, активировалась эта часть мозга. Но на самом деле это совершенно неправда, потому что когда, в принципе, заглянули как раз-таки в мозг, в живой мозг в ФМРТ и в других исследованиях, в общем, с использованием других исследованиях, доказали, что на самом деле мы постоянно используем вообще весь мозг. То есть, да, какие-то части в какой-то момент они не активны, но в большинстве случаев, то есть для того, чтобы смотреть, говорить, двигать руками и так далее, используется не одна какая-то определенная область, а очень много, потому что для того, чтобы что-то рассказывать, нужно подтягивать свои знания, аккумулировать какие-то новые мысли и так далее. В общем, это сложный процесс, который загорается как бы весь мозг, он весь активируется не на 100%, но все-таки большая часть мозга. Нет каких-то действий, которые в изоляции работают. То есть, в принципе, то, что работает всего 10% мозга, это абсолютнейшая чушь. У нас все время работает весь мозг. Даже когда мы спим, там на самом деле очень серьезная работа происходит. Соответственно, не верьте этому, пожалуйста. Следующий миф относится к право- и левополушарным, что у нас там что-то творческое, что-то математическое, аналитическое, я уже не помню, что это такое. Этот миф лично меня очень долго преследовал, потому что я левша, и как-то считается, что у нас то ли все наоборот, то ли наоборот, что какая-то часть мозга у нас сильнее развита, потому что у нас типа ведущая рука, или то, что я там обязательно должна быть супер творческая, или наоборот. В общем, меня вот этим мифом закормили, то есть очень много к нему опирались, когда там обсуждали какие-то мои способности, это в основном в школе, там, в начале моей учебы и так далее. И на самом деле это, опять-таки, абсолютно неправда вообще. То есть есть мифы, которые мы дальше рассмотрим, которые частично правды, а здесь вообще неправда. Возможно, это произошло, когда начали обнаруживать, когда у людей были повреждения, часто от инсульта, ученые как бы отмечали, что исчезает, там речь, движение, еще что-то, и за счет этого они размещали определенные области в нашем мозге, картировали наш мозг. Но, из этого они сделали вывод, что определенные области есть только вот в определенных частях мозга, они как бы функционируют совершенно отдельно. На самом деле это совершенно не так. Наши полушария связаны мозолистым телом, которое передает все эти связи, и без этого мозолистого тела невозможно. То есть наш мозг постоянно функционирует весь, как я уже говорила в предыдущем мифе, он все время коммуницирует. Да, есть какие-то области, которые частично расположены в доминирующем полушарии,
полушарий, да, есть там определенные действия, которые в большей степени как бы задействуют определенное полушарие. Но в любом случае, для того, чтобы сделать полноценное это действие, эту мысль, это воспоминание, задействуется опять-таки практически весь мозг. И было очень, ну как, не очень много, к счастью, не очень много прецедентов, когда разрезали это мозолистое тело в надежде на то, что избавить людей от эпилепсии. Был такой варварский способ, сейчас, к счастью, от него отказались. Считалось, что если прервать вот эту связь между двумя полушариями, то жизнь наладится у эпилептиков. Но на самом деле нет. У них отмечался ряд очень сложных потом когнитивных искажений, исчезания определенных возможностей. Ну, в общем, люди становились неполноценными. Они не могли вести полноценную жизнь. Соответственно, для того, чтобы мы что-либо делали, продуцировали, не знаю, математикой занимались, творчеством, чем угодно, нам нужны оба полушария, чтобы они хорошо функционировали. Но, кстати, по поводу функционирования всего с одним полушарием мы чуть позже поговорим, потому что это тоже существует. Повторюсь, наш мозг удивительная субстанция. Следующий миф тоже родом из моего детства, из моей школы, но по-прежнему я слышу от него отголоски. Это то, что уровень нашего мозга, нашей головы даже, зависит от нашего уровня интеллекта. То есть чем выше интеллект, тем больше мозг, тем лучше мозг. И, в принципе, на протяжении очень большого времени были институты мозга, которые изучали великих людей, и казалось, что вот их мозг должен быть какой-то настолько уникальный, настолько вот потрясающе сложен, так, в общем, там искали какие-то новые нейроны, новые какие-то соединения. Оказалось, что вот он должен быть больше, мощнее и так далее. Но никаких закономерностей так и не нашли. На самом деле, как-то пытались сравнить объем головы и уровень IQ. На самом деле, по поводу вообще всех этих тестов IQ я хочу сделать отдельное видео, потому что это очень мутная тема, откровенно мутная. На них так прям 100% опираться не стоит. И даже в этом случае, вот когда сравнивали это, всего 10-15% попадания было, что чем больше мозг, тем выше уровень IQ. Соответственно, от объема нашей головы вообще ничего не зависит. На самом деле, раньше считалось, что вот мы чем больше эволюционировали, тем больше был наш мозг. Но у неандертальцев мозг больше, черепная коробка больше, чем у нас, современных людей. То есть это вообще никак не зависит. Очень важно, как функционирует ваш мозг, что вы в него кладете, какой у вас опыт, какие у вас знания, как вы ими пользуетесь. Чем больше связей, тем лучше, да. Чем плотнее мозг, то есть чем больше соединений между нейронами, чем они надежнее, чем они разветвленнее, тем лучше. Но за счет этого, кстати, мозг не то что меньше становится, он такой плотненький становится, потому что он как бы соединяется между собой более плотнее. Соответственно, объем головы, объем нашего мозга вообще никак не пропорционален даже уровню нашего интеллекта. Четвертый миф достаточно современный, потому что он нам говорит о том, что мозг работает как компьютер. Те, кто вот занимается искусственным интеллектом, они говорят, что вот еще чуть-чуть, и вот мы создадим тот самый искусственный интеллект, который сможет функционировать как наш мозг, и мы это все заменим, там, работников, еще что-то такое. В общем, какие-то страшные нам картины на самом деле рисуют. Но это настолько далеко, это как, не знаю, самый скоростной компьютер сравнивать с калькулятором или со счетами, потому что наш мозг настолько уникален, он вообще не работает как компьютер. Раньше считалось, что как бы мы даем себе задачу и типа ее выполняем. Это точно так же, как компьютер. Мы запускаем какую-то программу, у него есть какое-то программное обеспечение, и он выполняет эту задачу. Но мозг может выполнять очень много задач одновременно, использовать не одно программное обеспечение, подтягивать другие знания, другие нейроны, продуцировать что-то новое, синтезировать, анализировать, перекрещивать, выдавать какие-то новые результаты. При этом автономно он обеспечивает очень много функций в нашем мозге, потому что все сигналы из нашего мозга, из нашего тела, из наших всех сенсорных точек, болевых точек, все это попадает в мозг. Вы представляете, насколько сложно
сложный там процесс происходит. Это вообще несравнимо с тем, как работает компьютер, потому что вот у него есть ряд программ, он их выполняет именно так, как они написаны. В чем проблема еще искусственного интеллекта? Там прописывают люди вариации, которые возможны. Они там сейчас уже есть определенные комбинации, вариации, которые все-таки более пластичным его делают, но это опять-таки просто мили-шажочек в сторону того, как на самом деле работает с информацией наш мозг. То есть все равно искусственный интеллект, он искусственный. Это человек его программирует, а наш мозг просто выдает какой-то результат на основе того, что у него есть, какие данные, опыт и так далее. То есть объем информации, с которой работает наш мозг, вообще несоизмерим с тем, что даже вот очень постараться можно забить компьютер. Соответственно, те ученые, которые работают действительно с мозгом, они его изучают, они не сильно боятся искусственного интеллекта, потому что понимают, что там еще далеко. Следующий миф по поводу тренировок для мозга. Я уже делала отдельное видео достаточно давно, оно абсолютно актуально. Всем кажется, что вот есть вот эти вот книжечки, которые вы можете там что-то позачеркивать, какие-то картинки порисовать, и вы прокачаете свой мозг. Но на самом деле, когда ученые говорят о том, чтобы тренировать свой мозг, чтобы что-то с ним делать, они имеют в виду совершенно другое. Это просто подхватили маркетологи и сказали о том, что вот есть такие вот тетрадочки, книжечки, давайте-ка им заниматься, приложения и всякое такое. И из-за этого есть миф о том, что это все работает, это все классно прокачивает. Но на самом деле ученые имеют в виду совершенно не это. Они имеют в виду занятия физической нагрузкой, обязательно с кардионагрузкой для того, чтобы увеличить пульс, потому что это спровоцирует выработку определенных полезных нейромедиаторов, компонентов химических, которые помогают действительно нашему мозгу. Они укрепляют существующие связи, они провоцируют нейрогенез и так далее. В общем, это полезно. Чтение книг тоже очень полезно для нашего мозга. Это тренировка, разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков. Это все тренировка для нашего мозга. Это тренажеры для здоровья нашего мозга. И, в принципе, все вот эти тренировки, которые написано именно в исследовании, что это тренировки, зачастую они относятся именно к пожилым людям, то есть делают подборку пожилых людей, у которых есть склонность к деменциям, к Альцгеймеру, еще что-то. Им составляет комплекс практически из вот этих вот вещей, то есть какие-то физические упражнения, потом когнитивную нагрузку дают, то есть там вот кроссворды разгадывать, пазлы собирать, еще что-то, то есть достаточно простые такие пассивные вещи, и потом отмечают, что да, это улучшает мозг, это отдаляет вот эти все процессы дегенерации мозга и продлевает хорошую сознательную жизнь этим всем людям. Соответственно, тренировки для мозга в нашем понимании – это миф. В понимании ученых это очень даже хорошая вещь, которую каждый из нас может делать вот прямо здесь и сейчас, чтобы обеспечить в данный момент себе хорошую работу мозга и впоследствии тоже продлить себе очень хорошую здоровую жизнь. Следующий миф звучит как «не нервируй меня, не расстраивай меня, нервные клетки разрушаются и не восстанавливаются». Это тоже такой достаточно старенький миф, и до сих пор я слышу, к сожалению, о том, что на него опираются, что вот не нужно нервничать, не нужно то, особенно когда родители раздражают их дети, они говорят о том, что ты убиваешь меня, ты раздражаешь, убиваешь мои нервные клетки, и вообще как так можно? В общем, такой очень бытовой, мне кажется, это миф, но на самом деле он вообще ничего не имеет общего с нашим мозгом, с тем, как он функционирует. Вот здесь вообще нет никакой связи. То есть да, этот миф, скорее всего, пошел от того, что раньше считалось, что вот у нас есть один мозг, он дается нам при рождении, и все. Дальше идет только уничтожение его, то есть ссыхание, разрушение, никакого развития нету. Но достаточно давно уже доказали, уже несколько, не десятилетий, но, наверное, так вот прям основательно лет 10 назад, что мозг развивается всю нашу жизнь, он обновляется, нейрогенез есть, то есть генерация новых клеток, она идет всю жизнь нашу, все это идет, то есть новые клетки, новые нейроны, новые нервные клетки постоянно, каждый день наш мозг генерирует. Соответственно, по поводу того, что нервные клетки разрушаются от стресса, отчасти правда, потому что длительный, сильный стресс влияет на наш мозг. Он в первую очередь на
влияет на рецепторы, которые производят кортизол в нашем мозге, они перегорают, потому что слишком много работы, они просто не выдерживают генерации такого количества кортизола. И потом, да, начинаются какие-то изменения в мозге, но вот чтобы до них дойти, это нужно очень сильно постараться. Те люди, которые там находятся в длительной депрессии, у них отмечаются изменения в мозге, у них отмечается ухудшение работы за счет повреждений мозга, но это длительное. То есть, когда вы просто в ярости, когда вы раздражены, когда вы нервничаете, на недлительном периоде ничего не произойдет. Да, выработается кортизол, да, вам будет в данный конкретный момент нехорошо, но никаких таких страшных изменений в вашем мозге не произойдет. Нервные клетки восстанавливаются, даже если вы их повреждаете. На самом деле, даже вот как раз-таки я говорила по поводу половины мозга, если бывают такие ситуации, когда пациенту приходится удалять половину мозга, одно полушарие, представляете, не какую-то часть, а полушарие, он восстанавливается, потому что все функции просто перебираются в свободные полушария и восстанавливают свою работу. Да, это не сразу происходит, да, это не мгновенно, да, это в течение месяцев, иногда и лет, но пациенты восстанавливаются, они живут полноценной жизнью. Если какая-то часть мозга тоже там в связи, там, например, с инсультами, с еще какими-то проблемами, травмами, еще чем-то, она ухудшает свою работу, либо полностью перестает функционировать, то ее вот эти вот задачи перебрасываются на другие части нашего мозга, и опять-таки со временем это все восстанавливается. Когда там человек лишается какой-нибудь конечности, например, и та часть мозга, которая отвечала за эту конечность, она перестает как бы быть нужной нашему мозгу, в эту часть залазят другие функции, потому что там типа свободно, там ничего не используют. То есть наш мозг настолько, я повторюсь, уникальный, настолько он самодостаточный, настолько он пластичный, настолько он развит, ну вот внутри него происходит постоянная адаптация, постоянно он старается улучшить свою работу, как-то систематизировать, ну как бы заработать, чтобы все его функции работали, чтобы все его нейрончики тоже работали, и, соответственно, если не длительный стресс, то он все-таки не так сильно влияет. Повторюсь, нервные клетки каждый день, наш мозг, производит в достаточно хорошем количестве. И, кстати, с возрастом количество этих нейронов не снижается. Ну, как бы снижается, но не настолько, чтобы мы это ощущали. Там настолько маленький процент, насколько они снижаются. То есть на протяжении всей нашей жизни наши новые нейрончики, они у нас есть. Следующий миф звучит как алкоголь убивает клетки мозга, и это отчасти правда. То есть я прочитала несколько исследований, когда прям капали на нейроны алкоголем, чистым спиртом, ничего не происходит. То есть сами по себе клетки алкоголь даже в чистом виде никак не повреждает, на них никак не влияет, ничего не происходит. Но воздействие алкоголя, больших доз, оно ухудшает, во-первых, кровообращение в мозге. Это очень важно. Когда ухудшается кровообращение, меньше кислорода. И да, в этот момент нейроны могут отмирать, потому что у них нет питательных веществ, у них нет кислорода, у них нет химических никаких компонентов, которые нужны для работы. Да, в этот момент происходят определенные разрушения, но это и не от алкоголя тоже бывает. Плюс все-таки заметили, что алкоголь влияет на разрушение связей между нейронами. А это тоже очень важный момент, потому что нейронов может быть очень много при определенных, кстати, психических расстройствах. Их очень много, но вот важность связи здесь нарушена. То есть при психических расстройствах там нарушены связи, и человек не может функционировать полноценно. Потому что для этого нам нужно, чтобы определенные нейроны в определенных порядках как бы соединялись. За счет этого мы хорошо функционируем, хорошо соображаем, можем разговаривать полными предложениями и так далее. Именно за счет того, что нейроны соединены. И там еще миелиновые оболочки их как бы защищают все эти соединения. То есть мозг старается для того, чтобы сохранить все эти соединения. И алкоголь влияет на это. То есть на все эти соединения, и из-за этого отчасти происходят еще провалы в памяти. Он влияет на гиппокамп за счет того, что не дает создавать новые воспоминания. Гиппокамп обрабатывает наши новые знания и передает их в долгосрочную память. Из-за этого провалы в памяти и так далее.
То есть алкоголь влияет плохо на наш мозг, но не напрямую. То есть он запускает определенные процессы, которые могут нарушить работу нашего мозга. При длительном употреблении это тоже очень сильно влияет на наш мозг. То есть чем длительнее, чем больше порции, тем больше объем принятого алкоголя, тем хуже, да, для нашего мозга. Но вот прям, чтобы он убивал, прям ходил с молотком и убивал наши нейроны, такого нету. Соответственно, все-таки старайтесь воздерживаться от горячительных напитков. Но, кстати, ученые так и не могут прийти к выводу исключить полностью или можно чуть-чуть. Тут уже, наверное, все-таки дело каждого человека. Следующий миф на самом деле является больше заблуждением, потому что нам кажется, что когда у нас болит голова, у нас болит мозг. И некоторые говорят о том, что после длительной какой-то работы, что у меня болит мозг, я там переполнен и так далее. Но это совершенно не так, потому что в мозге просто отсутствуют болевые окончания, которые, собственно говоря, и сигнализируют о том, что что-то болит. То есть у него это просто отсутствует. Он получает сигналы от болевых окончаний, которые там находятся в коже, в органах, практически во всем теле, кроме мозга. Он их обрабатывает. Он, собственно говоря, и говорит нам, что у нас что-то болит, что мы что-то повредили, потянули, что нам где-то ударили и так далее. Но сам по себе мозг просто болеть не может. Болит внутренние структуры, которые приближены к мозгу. Болит сама голова, потому что, сама голова в смысле того, что кажется, что там только череп, но на самом деле череп, в смысле только кость, там на самом деле еще много всяких слоев, которые между мозгом и черепом там тоже есть несколько определенных слоев, которые помогают нашему мозгу плавать там внутри, то есть в такой жижице, можно так сказать, если все упростить. Там есть какая-то часть нейронов, которая там считывает определенные какие-то колебания, он может провоцировать какие-то болезненные ощущения, но в основном все-таки вот после черепа что идет, все вот эти слои, которые там все-таки есть, они зачастую продуцируют болевые ощущения, плюс у нас есть какие-то болевые ощущения вот здесь, это тоже в основном вот эта область. Очень часто у меня тоже, кстати, из-за защемления в шейном позвонке, тоже это очень сильную головную боль провоцирует, но это именно защемление нервов, которые идут в наш мозг, не мозг, в голову. Это все происходит. То есть сам по себе мозг, повторюсь, болеть просто не может, там нечему болеть. И последний миф, который я хочу обсудить, это то, что классическая музыка может сделать ребенка гениальным. То есть если прослушивать там в животе, потом в детстве, вы вырастете абсолютно гениальным человеком, вот просто гарантия. На самом деле миф этот пошел после изучения, было исследование, где изучали студентов и заставляли слушать определенную музыку, определенное количество времени, потом их, вначале тестировали IQ, их уровень, и в конце. И у части студентов, которые прослушивали классическую музыку, повысился на несколько пунктов уровень IQ, и, собственно говоря, это разлетелось очень быстро, но на самом деле никакой прямой связи вообще нету. И, кстати, в противовес к вот этому, что классическая музыка это круто, это замечательно, что нужно обязательно слушать, что там у вас повышается внимание, повышается то, все, в общем, прекрасно. То, что тяжелая музыка, там всякий рок, металл, она разрушает наш мозг. На самом деле, когда вот я училась еще в школе, у нас была страшная байка о том, что если в воде дать послушать тяжелую музыку, то она в какие-то кривые кристаллы образуется, а вот если давать слушать классическую музыку, то кристаллы будут потрясающей формы, удивительные, красивые. Это ко мне относилось, потому что я уже больше 15 лет как раз-таки слушаю не классическую музыку, а более тяжелую. В зависимости от периода жизни, чуть больше, чуть меньше, чуть веселее, чуть мрачнее и так далее. Вот. На самом деле никакие исследования это так и не подтвердили. Это в любом случае все те же 7 нот, которые мы прослушаем, просто в разных вариациях. Они никак не влияют на нас. Они могут повлиять именно эмоционально на нас, зарядить нас энергией, не знаю, настроением, еще что-то. Да, здесь может быть. На самом деле кого-то может угнетать классическая музыка и, наоборот, провоцировать на более какую-то продуктивность, тяжелая музыка и так далее. Это все индивидуально. Но давать слушать детям Моцарта, Баха, я не отрицаю, что это потрясающие произведения.
они сложили эти самые 7 нот в прекрасные произведения, которые очень эстетичны, они очень грамотно составлены. Да, они как бы, ну, их же тоже продолжают изучать, то есть соединение вот этих всех звуков, они уникальные, потрясающие, они хорошо на нас влияют в целом, да, но какого-то прям прямолинейного влияния они не имеют, никакого пропорционального влияния на наш интеллект, это тоже ничего такого нету, соответственно, какую хотите музыку, такую слушайте. Хотите какую-то совсем примитивную, это тоже как бы, ну, нормально, просто не развивает ваш словарный запас. Как бы это личное дело каждого, и на интеллект влияют совершенно другие вещи, какие нам еще точно не ответили, потому что это слишком сложно, повторюсь. Как бы исследование интеллекта как единицы какой-то, что вот можно как-то ее измерить, это очень сложный процесс, который пытались впихнуть в IQ, но ничего не получилось, честно признаюсь. Все, мои хорошие, надеюсь, вам было интересно, я вас позабавила, надеюсь, разрушила какие-то мифы в вашей жизни, и вы будете более таким современным человеком, который не верит в мифы о мозге. И, возможно, я в чем-нибудь вам помогла. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.